от пациента прикреплено в аудиозаписи. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 63 лет, дата исследования 20 мая 2023 года, область исследования органы малого таза, в условиях отсутствия внутривенного болюсного контрастного усиления. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрична, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия патологических включений. Мочевой пузырь, положение и форма обычные, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные. Стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры, визуальной интенсивностью сигнала, соответствующей жидкости. Паравизикальная клетчатка дифференцирована. Предстательная железа шаровидной формы, неоднородна по своей структуре, размером 37 на 46 на 43 мм, объемом 38,2 кубического сантиметра. Семенные пузырьки не изменены. Семявыносящие протоки, в зоне сканирования, без особенностей. Дополнительных образований в малом тазу не выявлено. Лимфатические узлы не увеличены. Обращают на себя внимание множественные литические очаги, с тенденцией к слиянию по всем костям таза. Заключение МР: картина гиперплазии предстательной железы, очагового поражения костей таза. Рекомендовано проведение МРТ с контрастным усилением. 17 июня 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога для исключения опухоли, в том числе предстательной железы, при проведении МРТ, КТ обязательно применение контрастного усиления. Именно контрастирование позволяет выявить даже небольшие опухоли. В целом, можно сказать, что данных за наличие опухоли, в условии отсутствия контрастного усиления, нет, есть ее увеличение аденома. Это может давать нарушение, боли при мочеиспускании. Боли в спине, по всей видимости, связаны с патологическими очагами в костях таза. При введении контраста эти очаги также будут видны лучше, более четко. Вам имеет смысл сделать МРТ органов малого таза с контрастным усилением.